Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, уважаемый Мурат Рена. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. Здравствуйте. В общем, я, насколько поняла, мы продолжаем беседу по книге «Тайные знания тибетских мастеров». Да, в прошлый раз я обещал, что мы продолжим. И сегодня, наконец-то, мы подошли к такой главе, которая называется «Единый разум». Ну, то есть такая очень серьезная глава. И надо сказать, вот эта глава написана, как-то слишком витиевато, и разобраться в ней не так-то просто оказалось. Я так себе даже на секунду представил, если бы вот эту главу прочитал человек неподготовленный, он, наверное, мало что понял бы. Или понял бы очень поверхностно. Потому что эта глава, она небольшая сама по себе, но очень емкая. И, в принципе, чтобы ее понять, подразумевается, что человек не только прочитал всю книгу, а мы уже, так сказать, большую часть книги прочитали, да, то есть предполагается, что человек не только прочитал, но он как бы погрузился и хорошо изучил эту книгу, и хорошо понимает. И как бы к такому читателю эта глава, и как бы там между строк все время как бы ссылка вот к тому, что ранее говорилось, или подразумевается, что человек это понимает. Вот. Поэтому неподготовленный человек, конечно, он может там потеряться в этой главе. И так действительно разобраться в ней очень трудно. К тому же, еще один пробел вообще всей книги, я считаю, есть один большой пробел всей книги, в том, что в этой книге не описан единый космический закон. Но при этом как бы вся книга, она базируется на едином космическом законе, потому что все высказывания, все, что говорят мудрецы в этой книге, видно, что они-то знают этот закон. Для них это, так сказать, фундамент, для них это нормально знать и основываться, и вообще, например, всякие чудеса невозможно делать, если человек не знает единого закона космического. То есть ни один мудрец бы никакие чудеса не делал бы, если бы он не знал этих законов. То есть все мудрецы знают, поэтому все высказывания, они как бы подразумевают этот единый космический закон, но в этой книге отдельно не рассматривается. И вот это большой пробел, поэтому даже прочитав всю книгу, человек все-таки у него останутся много вопросов. Вот я считаю именно потому, что не было отдельной главы, посвященной единому космическому закону. Но те, кто мои беседы смотрит постоянно, знают, что я целую беседу посвятил единому космическому закону. И вообще во многих беседах я все время возвращаюсь к этому закону, напоминаю. Поэтому наши слушатели, я надеюсь, как бы подготовлены и знают, что такое единый космический закон. И вот с этой позиции рассматривать вот эту главу становится более понятно. А вот без единого космического закона понять эту главу вообще невозможно. Так вот, потому что сама глава озаглавлена уже как «Единый разум». И вот этот подразумевается единый разум,
что существует какой-то единый разум, который как бы контролирует всю нашу Вселенную. Так именно надо понимать, и так это тоже объясняется в этой главе, потому что иначе быть невозможно. И приводится такой пример, что, например, не может быть два центра принятия решения. Если будет два центра принятия решения, ну, тогда просто наступит хаос, да? Ну вот представьте себе, с одного центра вам говорят сделать одно, а с другого центра прямо противоположное. И вы не будете знать, что делать. Поэтому, если посмотреть даже, как управляется любое государство, всегда есть один центр управления. Если в государстве вот этот центр начинает делиться, как это так между собой у них там происходит, то государство может развалиться. Да, отсюда вот тоже и происходят всякие революции, перевороты. Это вот как раз когда внутри власти разделяется, сама власть разделяется. Поэтому центр принятия может быть единый, и только в этом случае может функционировать и государство, и вообще вот человек, когда он ходит на работу, тоже есть один руководитель, который должен руководить. Не может быть 2-3 руководителя, которые будут разные задания давать. Вот. Ну и, как правило, в семье то же самое. Всегда кто-то, или жена, или муж, все-таки имеют главенствующую роль и ведет. Ну и, по всей видимости, вот, да, вот это вот так и должно быть, потому что не может быть две головы. У человека одна голова. Почему? У него две руки, две ноги, но голова одна. Потому что центр принятия здесь один должен быть. Не может быть две головы. Как бы, если две руки, две ноги, значит, должно быть две головы. Нет, одна голова. Потому что должен быть один центр принятия решения. Вот то же самое происходит в глобальном масштабе в нашей Вселенной. Вот, единый разум. Вот. Чтобы эта глава, вообще, она очень интересна, потому что, как я сказал, она затрагивает практически вот все, что мы до этого говорили. Косвенно или подразумевает вот то, о чем мы говорили, затрагивает. С другой стороны, эта глава очень важна, потому что ну, каждый человек к чему-то стремится, о чем-то мечтает. Кто-то молится, кто-то медитацией занимается, да, и все чего-то, у людей у всех есть какое-то желание, и, естественно, все хотят, чтобы эти желания исполнялись. Но проблема заключается в том, что зачастую как раз-таки желания не исполняются. И люди, ну, даже как-то уже привыкают к этому. Потому что, почему это все происходит? Потому что, и тут я опять напоминаю, что наша планета находится в биполярном мире, да? То есть есть позитивная и негативная энергия, которые все время пронизывают, и это данность. Соответственно, на Земле все время присутствует позитивное и негативное, добро и зло. И человек с детства воспитывается в дуализме. То есть он с детства понимает, что вот есть добро, есть зло.
И так он Мгм. воспитывается. И проблема человека заключается в том, что он практически каждый день находится перед выбором, добро или зло. Жизнь его все время ставит в такую ситуацию, что волей-неволей ему приходится делать выбор, поступить правильно по совести или неправильно, да, вот все время он находится в этой ситуации. Вот этот дуализм. Так вот, вот этот дуализм и мешает осуществлению наших желаний. Понимаете, в чем дело? Вот я говорил, в одной из бесед я говорил, вот как надо медитировать, как надо молиться. То есть медитация, молитва, они похожи. Можно подключить также, кто-то и не медитирует, и не молится, а просто мечтает. Ну, есть такие люди, да, которые и в религию не верят. Ну, но мечтают, каждый человек мечтает. Да? Но все это, в общем-то, одно и то же. То есть человек мечтает, у него какое-то желание, он хочет осуществить свою мечту. Кто-то молится и просит, чтобы его желание было осуществлено. Кто-то медитирует и тоже хочет, чтобы какая-то цель была достигнута. Все сводится к одному. И я вот в одной из бесед говорил, во-первых, надо правильно сформулировать свое желание и выслать путем молитвы, путем медитации или путем просто мечтания. Просто выслать правильно сформулированное свое желание. И после этого, я говорю, надо забыть и больше об этом не думать. Если вы правильно сформулировали свое желание, то все, оно пошло в космическую энергию, и там уже процесс пошел. Также, когда я рассказывал о едином космическом законе, я говорил, что пространство, в котором наша Вселенная существует, это бесконечное пространство. И это пространство, это не пустота, а я тогда сказал, что это разумная бесконечность. То есть это пространство наполнено энергией, и эта энергия разумна. Поэтому, когда мы высылаем свое желание, оно попадает в эту разумную энергию, и процесс начинается, чтобы это желание было осуществлено. Поэтому я говорю, что важно правильно сформулировать. Мгм. Если правильно сформулировано, все, процесс там начнется. Пространство – это разумное пространство. Энергия, она тоже разумна. И тут, кстати, в этой главе тоже приводится пример того, что там говорится, что современная наука приближается к пониманию этого, что энергия разумна, что даже научные какие-то открытия показывают о том, что некоторые формы электричности проявляют разум. И это уже современная наука, причем это 100 лет назад уже об этом было сказано, что современная наука уже понимает, что некоторая форма электричности ведет себя разумно. Хотя как бы ученые еще не понимают, как это происходит и почему. Но это уже зафиксировано, что не вся электричность, а вот некоторые формы, они уже зафиксировали, что вот проявляет разумность. Так что вот это пространство, оно разумно. И когда желание правильно сформулированное посылается, то там процесс начинается реализации.
Я говорил, после этого забудьте и больше не думайте об этом. Вот почему я говорил, надо забыть и больше об этом не думать. Потому что я знаю, что наш мир – это мир дуалистичный, дуализм. И каждый человек, к сожалению, подвержен этому. И получается так, что вот человек вроде правильно сформулировал свое желание, выслал, а на следующий день просыпается, и у него сомнения возникают. А осуществится это или нет? А почему вот именно мое желание должно осуществиться? Столько людей, наверное, все чего-то желают. И что там наверху? Вот миллиарды людей все чего-то желают, и почему-то только мое желание будет исполняться. То есть вот всякие будут возникать вопросы у человека, сомнения. Потому что вот мышление человека, оно дуально. Он все время думает белое, черное, добро, зло. Это можно, это нельзя и так далее. И вот отсюда он вроде правильно сформулировал желание, выслал, а на следующий день сам же сомневается. И что происходит? Там получили задание, что надо вот это сделать. Да? Космическая энергия получает задание, начинает это реализовывать, на следующий день приходит обратное. Да нет, вообще-то я сомневаюсь в этом. И все, и весь процесс останавливается. Это вот, как я сказал в начале, если у вас будет два центра управления, и вам один центр управления скажет сделать вот это, а другой скажет прямо противоположное, вы встанете на месте и не будете знать, а чего мне теперь делать. Вот так же и там. Вы выслали свое желание, а потом сами же сомневаетесь. И все, процесс останавливается. И поэтому я вот, зная об этом, я в одной из бесед говорил, высылайте желание и больше об этом не думайте лучше, вообще ничего не думайте. Вот тогда есть шанс, что оно осуществится. Когда говорят, не думай про слона. Ну да. Так что, понимаете как, поэтому здесь речь не идет о том, что людей на Земле много, и все чего-то хотят, и как это возможно, чтобы все это было осуществимо и так далее, да? И вот почему именно мое желание должно осуществиться. Я помню, даже в 90-е годы был популярный такой анекдот. Новый русский пришел в церковь помолиться, но у него намечался какой-то большая сделка, очень важная, на несколько миллионов. Ну и вот он пришел помолиться, чтобы эта сделка состоялась. Подходит, начинает молиться, а рядом стоит бедный, бедняк, и просит у Бога: дай мне 100 рублей, а то мне завтра уже прожить не на что. Но этот новый русский на него посмотрел, достал 100 рублей, говорит: слушай, на, возьми 100 рублей и уходи отсюда, говорит, не мешай Богу заниматься серьезными вещами. Вот, поэтому некоторые люди вот именно думают, что я маленький человечек, и почему, так сказать, Бог должен исполнять именно мое желание и так далее. И вот тут я просто говорю о том, что это не имеет значения, кто вы, какую позицию в обществе занимаете, абсолютно не имеет значения. Важно, как вы сформулировали свое желание и что потом. Если вы сделаете так, как я вам сказал, вышлите правильно сформулированное желание и забудьте, то оно обязательно исполнится. Но опять-таки при условии, если вы правильно сформулировали, я об этом говорил. А вот если у вас возникнет хотя бы тень сомнения, то тут же процесс остановится. Вот. И
в этой книге, например, все время идет повествование о мудрецах. Так вот, мудрецы, почему они осуществляют все свои желания и могут совершать чудеса? Потому что в них нет дуализма. Они в своем облике, в своем мышлении, у них все едино. Поэтому у них никогда не возникает и тени сомнения. Вот надо что-то сделать, они об этом подумали, и все это пошло. А так как они абсолютно верно формулируют, то есть они не только формулируют мысль, я даже рассказывал в одной из бесед, как и Иисус говорил, и другие мудрецы, они рассказывают конкретно, что сначала надо представить себе идеально то, что ты хочешь, представить себе идеально. Если ты это все себе представил, то в этот момент оно уже существует. Потом только надо И материализовать. в высоких вибрациях. Да, Представлять надо счастлив. Вообще тогда стопудово сбывается. да, вот, например, здесь в этой главе приводится простой пример. Вот я вам говорю, 2 плюс 2. Сколько будет? 4. Напишите, Куда? напишите. И вы пишете. Ну, Сначала у вас же в голове ответ 4, а потом вы его записываете. Правильно? угу. Не бывает так, что вы сначала записали, а потом подумали и Что видите, это я? да. Сначала у вас есть ответ в голове, а потом вы его реализуете. То есть разум, то есть духовность, сначала там появляется вот эта мысль, и потом вы ее реализуете, вы ее написали, и вы ее реализовали. Вот таким образом происходит исполнение желания. Сначала вы должны увидеть это желание, то есть самое правильное – увидеть это желание как уже исполненное в идеальной форме. И, и просто забыть, как я говорил, да? А вот мастера, они могут тут же и реализовать. То есть отличие мастеров тем, что они могут, вот есть образ идеальный духовный, они его тут же могут материализовать. Потому что для мастеров не существует духовность и материальность, как это две разные вещи, как дуализм. Некоторые философы 20 века и 19 века рассматривали вот это вечный спор, что первично, идеализм или материализм, да, вот духовность или материальность. Так вот, мастера, они не рассматривают это как две разные вещи. Для мастеров духовность и материальность, оно едино, потому что они говорят, что материальность – это просто проявленная духовность. Вот очень важное сочетание двух слов пропустите через себя. Материальность – это проявленная духовность. То есть сначала в духовном мире создан образ, и он проявляется в материальном мире. Угу. И поэтому вот так воспринимают мастера этот мир. Для них это единое целое. А когда человек начинает думать дуалистично, вот есть материализм, есть духовность, это две разные вещи, то есть тем самым он сам себя отсекает от единого разума. А разум, он единый. Вот, поэтому Иисус, например, говорил,
Я живу все время в духу. Не знаю, как правильно по-русски сказать. В духе? Да, в духе, да, можно так сказать. Я живу все время в духе. То есть он хотел вот именно тем самым сказать, что в нем нет дуализма. Угу. Он все время находится вот в духовном мире, потому что он понимает, что вся Вселенная – это духовность. Материальный мир – это просто проявленная духовность. Тем более, что, помните, я рассказывал, что материальный мир, если взять нашу Вселенную, он только до 7-го измерения доходит. 8-е измерение уже нематериальное. Ну, так получается, что любая мысль – это уже духовная составляющая. Любая Конечно, мысль. да. Не от... То есть мысль, она всегда духовна. Другое дело, как я сказал, ваши мысли не должны противоречить единому космическому закону. Ага. Поэтому надо понимать, что такое единый космический закон. И, во-первых, вот поэтому мастера подчеркивают, если вы хотите, чтобы ваше желание в 100% было исполнено, надо представить себе в идеальной форме то, что вы хотите, в идеальной форме. Потому что идеал – это как раз относится к космическому закону. Угу. Потому что в космическом законе предполагается, что все идеально. И тогда ваше желание будет исполнено. Да? Я вот всегда говорю, все, что создано, а наша Вселенная, все это создано благодаря космическому закону. И все, что создано, все идеально. Я говорил, наша Вселенная функционирует идеально. Лучше, чем швейцарские часы. Я вот даже говорил, вот как планеты между собой перемещаются. Все это идеально. То есть человек, он не в состоянии даже понять многих вещей, как это происходит. Я имею в виду человек 3-го измерения. Он не в состоянии понять всех процессов, которые в космосе происходят. Но там все идеально. И наша Солнечная система тоже идеально создана. Поэтому она существует, и нет никакой опасности, что завтра с ней что-то случится. Наша планета создана идеально для жизни. Человек, я говорил, это идеальное существо. Но человек, он как вандал, он себя уничтожает изо дня в день. Понимаете, если вот рассмотреть жизнь человека, то он же себя уничтожает, ежедневно уничтожает. Тем не менее, организм много лет выдерживает этот вандализм. Не так-то легко уничтожить человеческий организм. Настолько он совершенный. А если бы человек хотя бы не уничтожал свой организм, он бы гораздо дольше мог жить. Просто даже не, я уже не говорю о том, что здоровый образ жизни, но просто хотя бы не вредить себе, то уже можно значительно продлить свою жизнь. Так вот, космический закон предполагает идеальный мир. И мудрецы вот об этом говорят. Вы должны себе представить свое желание в идеальной форме, и тогда оно исполнится. То есть они так делают, да, вот представляют себе в идеальной форме и тут же реализуют. Я тоже говорил на примере
того, вот как, например, Саи Баба объяснял тоже это. Он говорил, что он сначала себе представляет духовно любую вещь, которую он же много материализовал. Есть видео, как это он делает. Он себе это, говорит, представляет, но это, говорит, находится в высоких вибрациях. Он понижает вибрации, и эта вещь у него в руках уже как материальная появляется. Вот. Ну, мастера умеют это делать. Мы, как бы люди, которые не обладают, не имеют в себе вот это внутреннее единство, а подвержены дуализму. Вот я говорю, единственный способ, чтобы исполнилось желание, высылайте правильно сформулированное желание и больше об этом не думайте. Забудьте. Потому что в этот момент космическое пространство начинает работу над реализацией. Другое дело, что оно будет постепенно реализовываться. Все будет тоже зависеть от того, как вы сформулировали и так далее. Через какое-то время это желание будет исполнено. В отличие от мастеров, которые могут тут же моментально любое желание исполнять. Вот. Ну, людям обыкновенным придется подождать. Ну, другое дело, что можно и подождать, если желание серьезное, правильно? Ну да. Вот. Так что, в принципе, вот эта глава, она вот эти процессы объясняет, как я сказал, немножко витиевато, и трудно в этом всем разобраться, но я надеюсь, мне удалось немножко это разъяснить, потому что, в общем-то, сама по себе эта глава очень важная, потому что ну, у каждого человека есть мечты, у каждого человека есть желания, каждый человек, если более вдумчивый, он тоже хочет понять, а как вообще исполняются желания, и почему они исполняются, а иногда не исполняются, да? Более вдумчивые люди, они же задают себе такой вопрос. Или смотрят на других, почему у этого все время исполняются желания, а мои желания не исполняются. Да? Вот здесь ответ, что не имеет значения, кто вы, какую позицию занимаете, чем вообще по жизни, куда идете. Все это не имеет значения. Имеет значение только... Да, имеет значение то... Что? Еще раз? Главное, чтобы твои мысли такой. Да, главное правильно сформулировать мысль, как я сказал, чтобы ваше желание не противоречило единому космическому закону. Понятно. Вот, и все будет реализовано. Вот, а еще я сегодня хотел бы коснуться, время от времени я затрагиваю актуальные события, которые происходят. Обычно я это делаю, если что-то серьезное происходит, какие-то тектонические сдвиги, тогда я затрагиваю этот вопрос. И вот сегодня я хотел бы тоже немножко поговорить, потому что мы живем вообще в очень интересное время. Я вот говорил, сейчас действительно происходят тектонические сдвиги, и иногда мы это видим, замечаем. Хотя многие процессы как бы проходят в тишине и в тайне. Вот, и мы только замечаем, когда они появляются или реализуются. Вот, и, например, я вот говорил о том, что вот все время идет борьба между темными силами и светлыми. Так как Земля находится в биполярном состоянии, да, и это данность, поэтому все время происходит вот эта борьба между светлым и темным. Я говорил о том, что
несколько тысяч лет назад негативные силы захватили власть. И с тех пор управляют всей планетой. Они освоили все механизмы, всю технику, как этим надо управлять, и знают. И эти знания тоже, я говорю, они получили от пришельцев. Вот. И также я говорил о том, что вот сейчас как раз, почему время интересное, потому что наступает момент, когда они теряют свою власть, теряют свою силу, и, наконец-то, позитивные начинают даже преобладать. Но, тем не менее, пока что еще они держат свою власть. И вот сейчас появилось одно из доказательств того, что вот я именно говорил, что вот негативные управляют. Потому что кто-то мог не верить, я всегда говорил о том, что, к сожалению, западный мир, коллективный Запад, он находится под влиянием темных сил. И вот недельки 2 назад произошел большой скандал, вы, может быть, слышали. В канадском парламенте чествовали ветерана Второй мировой войны, украинского националиста. И разразился всемирный скандал по этому поводу. Понимаете, этот ветеран, ему 98 лет, но еще пока держится, лично появился в этом парламенте. Он был в рядах дивизии СС «Галичина». Эта дивизия была создана вот под руководством СС, то есть нацистской Германии. Они, значит, непосредственно ее создали, контролировали и финансировали. Естественно, вооружили. А в состав этой дивизии входили украинские националисты, вот, которые, так сказать, непосредственно подчинялись немецкому СС. Поэтому дивизия так и называлась СС «Галичина». И вот этот ветеран, он, так сказать, был именно каратель из этой дивизии. И весь мир увидел видеосъемки и фотографии с канадского парламента, как устроили ему овацию, стоя все. И крупным планом показали президента Украины Зеленского, рядом стоит глава Канады Трюдо и много других официальных лиц. И все, стоя, аплодируют нацисту. Вот. Разразился большой скандал в связи с этим. На следующий день уже Трюдо начал оправдываться, говорить, что он вообще не знал, кто это такой и так далее. Понимаете как? Трудно себе представить, чтобы в парламент пригласили просто какого-то человека, встретили на улице, видите, какой-то старенький, ну, наверное, ветеран, давайте мы его пригласим и будем ему аплодировать. Ну, такого не бывает. Прежде чем такой человек там оказался, естественно, проверяют досконально, кто и что, весь жизненный путь. И поэтому в парламенте не может просто так ниоткуда появиться человек, и которому еще будут все аплодировать стоя. Да? Тем более, что потом появилась позже фотография, что еще перед этим чествованием Трюдо
встречался с ним лично в своем кабинете. И они беседовали. Ну, то есть, опять-таки, Трюдо опять встретился с каким-то старичком и не знал, кто это такой, да. Просто старичок зашел к нему в кабинет, и он с ним решил побеседовать, да, так получается. Ну, это очень наивно. В общем, скандал большой разгорелся, и, например, польское правительство начало требовать, чтобы выдали им этого украинского националиста, экстрадиции. Потому что во время Второй мировой войны очень вот это украинское национальное движение, оно вырезало очень многих поляков. Поэтому у Польши до сих пор вот это так называемая Волынская резня, то есть на Волыни там было уничтожено огромное количество поляков, вот именно украинскими националистами. И это поляки это помнят. Причем здесь все об этом знают. Это не так, что там только где-то историки. Нет, в общем-то, все об этом знают, рядовые поляки тоже очень хорошо об этом знают и помнят. Поэтому вот польское правительство тут же запросило экстрадицию этого украинца. Ну, в общем, скандал. Там также на этом чествовании был немецкий посол в Канаде. Ну, значит, поэтому в Германии тоже начали об этом говорить, как это вообще наш посол там оказался и хлопал стоя. Ну, этот немецкий посол тоже начал оправдываться, я ничего не знал. Ну да. А все знают, что, например, если взять конкретный случай, вот канадское посольство, он же не просто так этот посол решил пойти, вот именно на это собрание, правильно? Наверняка ему прислали приглашение. А в таком приглашении обычно пишется повестка дня, что там будет и так далее. И посол всегда может поинтересоваться, уточнить кое-какие вопросы. И если бы там, и наверняка там стояло, что будут чествовать ветерана. Ну, могли написать, да, просто ветерана. Но он, как посол, обязан был уточнить, а что это за ветеран. В общем, в Германии тоже разгорелся скандал. Ну, и я уже не говорю об Израиле. Там вообще они там рвут и мечат. И вообще много еврейских организаций просят, чтобы выдали им этого националиста. В общем, большой скандал. Я к чему это говорю? Это не было каким-то рядовым событием. Это вот, можно сказать, была проверка, а готово общество к тому, что вот, так сказать, парламент чествует националиста. Мы знаем, да, оказалось, что нет. Ну, вот, но они должны были проверить, как вообще общество настроено. Они надеялись, что, может быть, уже готово, и это как-то тихо промолчат или как-то, в общем, незаметно пройдет, потому что на протяжении последних, как минимум, 30 лет идет же как бы переосмысление, переписывание истории. Да, и да. Постепенно, например, и все больше пытаются оправдать немецкий нацизм. И потом вообще уж в последнее время уже начали говорить о том, что Гитлер вообще не был виноват в том, что вот он напал на Советский Союз. Он вынужден был напасть, потому что он знал, что Сталин нападет на него. И поэтому он опередил. А на самом деле, вообще-то Гитлер не хотел, так сказать. Ну, вот уже такие разговоры ведутся о том, что, в общем-то, Гитлер не виноват, а виноват Сталин. И вообще Советский Союз виноват во всем. Так что пробуют перевернуть эту историю. И вот недавно в Германии, например,
у детей спрашивают, а кто выиграл Вторую мировую войну? Они все отвечают тут же, американцы. А против кого американцы там воевали? А, кажется, против Советского Союза. Понимаете, как, насколько это все уже перевернулось? Они даже не знают, что Советский Союз и Америка тогда были союзниками. Нет. Вот так им в голову вбивают, что американцы победили Вторую мировую войну, и, в принципе, война была против Советского Союза. Вот. И вот эта нить, видите, как она идет? Была проверка темных сил, насколько общество готово воспринять эту информацию. Потому что такое впервые происходит, чтобы вот так официально чествовали какого-то ветерана. Другое дело, естественно, у каждого нормальщика возникает вопрос, а откуда он взялся? И если он немножко покопается, узнает, естественно, что очень многие и немецкие нацисты, и украинские националисты, они были спасены именно Канадой. Они все спрятались в Канаде, в США, в Латинской Америке, да. И вот, например, они приехали в Канаду, они же не стали там какими-то бомжами. Нет. Канада их обеспечила социально, выплачивала им деньги и до сих пор им выплачивает. Те, которые еще живы. Понимаете? Многие из них занимают высокие посты в Канаде. Это вот потомки. Там вот даже была приведена... Поддержки. Да, вот эта женщина, она то ли министр, то ли спикер там парламента, или... Ну, в общем, какую-то высокую должность занимает. Это вот украинка по происхождению. По-моему, я даже помню ее фамилию, по-моему, Фриланд. Хотя настоящая ее фамилия Хомяк. Украинская фамилия, и там известно все. Так что вот даже украинские, я хочу сказать, потомки украинских националистов, они сейчас занимают высокие должности в Канаде. И не только в Канаде. Многие из них тоже проникли и в какие-то уровни власти в Соединенных Штатах и так далее. То есть, видите, как я сказал, темные силы, они как бы свои кадры берегут, и все, это была проверка. И как это управление, вот это веками происходило тоже, я вот рассказывал, что у них было много всяких рычагов, и прежде всего, естественно, если взять историю, то мы видим в основном везде, во всех землях правили короли. Да, вот король, у него была власть абсолютная. И власть их передавалась по наследству и так далее. Там речи о демократии никакой не было. Какая демократия? То есть управляли людьми не самые достойные, умные и так далее. А вот просто вот король, там, его сын мог быть вообще не очень способным человеком, мог быть даже недоразвитым, но все равно он был королем, да? Вот королевские династии управляли. И продолжают управлять, потому что в 2012 году было опубликовано исследование, интересное исследование, по поводу президентов Соединенных Штатов. Оказалось, 42 президента из 43, на то время было
за все время 43 президента в 2012 году, да? 42 президента из 43, то есть кроме Обамы, все эти президенты имели в себе королевскую кровь или были как-то связаны с королевскими семьями. Удивительно. Понимаете, это исследование было очень серьезное и было опубликовано. Ну, это, наверное, в некоторых случаях и не есть плохо. Вот, допустим, Рузвельт или Кеннеди. В некоторых случаях да, но я хочу сказать о другом. США, которые все время трубят о демократии. Подождите, а Рейган, он же вообще был артистом. Но, видите, оказывается, был как-то связан с королевскими семьями. Ну, это, наверное, гипотеза. Нет, там все это документально доказано. Генеалогия прослежена. Понимаете? Поэтому они или напрямую с королевскими семьями связаны, или просто даже вот по крови. Так что, понимаете, вот демократия, какая у них демократия? У них типа вот выборы, да? Они на весь мир показывают выборы. А почему-то выигрывают только те, кто связан с королевской семьей. Странная демократия после этого, естественно, возникает, да, мысль какая-то, что вот почему-то именно вот эти вот выигрывают, да. А я думаю, что это тоже неспроста. Это вот как раз я говорил о том, что вся власть контролируется темными силами. И, естественно, на таких важных местах, как президент Соединенных Штатов, там не мог оказаться случайный человек. Понимаете, там все контролируется. Но ситуация сейчас меняется, я говорил, постепенно они теряют свою силу, и произошло еще одно очень важное событие. Это вот был сейчас Валдайский форум, кажется, в Сочи он проходил, и там было выступление Путина. Было очень важное выступление Путина. Его сравнивают с тем выступлением, которое было в 2007 году в Мюнхене, когда Путин впервые сказал о том, что нужно идти к многополярному миру. И тогда же он сказал, что однополярный мир обречен. И вот эта его речь, естественно, у всех вызвала недоумение. Это как? А многие даже начали посмеиваться, типа что-то это Путин с ума сошел и так далее. А он тогда уже сказал в 2007 году, что однополярный мир, который всю власть сосредоточил в себе, прежде всего, Соединенные Штаты, он обречен, он не имеет шансов остаться. Поэтому лучше давайте мирно начнем вместе все, Путин предлагал, давайте все вместе начнем строить многополярный мир на более справедливых началах. Угу. Но его не послушали. И вот вчера или позавчера это было, на Валдайском форуме Путин произнес речь, можно сказать, это было продолжение вот этой речи с 2007 года, потому что он сказал одну очень важную фразу. Значит, сначала он там говорил, вы понимаете, вот Запад все время нас поучает. Он все время критикует. Все время говорит о каких-то правилах, которые они сами же придумали. Вводит санкции и так далее. Все время нас учат, как нам поступать. Кто вы такие вообще? То есть на это все он сам говорит, вы кто такие? И вот этот вопрос его, кто вы такие, это очень емко сказано. Этим все сказано. В принципе, если подумать,
Вообще Путин умеет какой-то одной фразой выразить очень много. Вот в этой фразе, когда он сказал: «А кто вы такие?», уже все сказано. То есть такую фразу так обычно говорят только те, которые чувствуют себя гораздо сильнее по отношению к слабому. Да? Тот, Ну кто да. сильнее, он говорит: «Ты кто такой?». Вот это Путин сказал: «Вы кто такие?» по отношению к Западу. То есть фразой, одним вопросом он показал состояние, о котором я вот, по-моему, не так давно в одной из бесед говорил о том, что ситуация поменялась и позитивные силы начинают превосходить. И вот Путин сейчас просто зафиксировал одной фразой вот это состояние. Вы кто такие? И все. Это уже он показал. Сейчас вот как выглядит ситуация. Ситуация выглядит, как я сказал, Запад ослабевает, все меньше у них сил, теряют свою власть, и они чувствуют, как она уплывает изо дня в день. И теперь вот так откровенно Путин впервые сказал, потому что он все время, ну, так скажем, уважительно, да, даже на оскорбление он никогда не реагировал. Когда на Западе даже многие высокопоставленные люди публично оскорбляли его лично, он никогда не отвечал. А он всегда в своих высказываниях был корректный. Запад называл партнеры, наши партнеры. Он все время говорил, что мы не собираемся ни с кем ссориться и так далее. Вот. А тут вот он впервые так выразился: вы кто такие? В этом вопросе уже нету такого дружелюбия. Да? Такой вопрос не подразумевает дружелюбие. Такой вопрос уже ставится, этот вопрос как бы ребром. А обычно за таким вопросом идет действие. Хотя, Если противник не ретируется, да, но противник может, так сказать, ладно, все. И тогда все будет нормально. Так что вот этот вопрос очень серьезный, очень емкий. Да, и я думаю, на Западе его услышали. Вот, поэтому ну вот происходят тектонические сдвиги, и просто вот на каких-то таких событиях, такие они реперные, они обозначают, показывают вот то, о чем я уже больше полугода назад говорил. Просто я вижу, все это сбывается, и вот именно вот такие вот события, они показывают, что все идет вот в том направлении, о котором я говорил, что постепенно, хотят они того или не хотят, негативные силы будут терять свою силу. Как бы они ни хватались за нее, но нет шансов. Потому что, опять-таки, надо знать единый космический закон. А единый космический закон подразумевает, и тот, кто знает, тоже понимает, что наша планета движется в 4-е измерение, причем в позитивное измерение, 4-е. Поэтому на Земле должна ситуация измениться в позитивную сторону. Да? И вот это влияние негативное, я имею в виду космическое, оно будет и так ослабевать, потому что чем больше Земля будет двигаться в сторону 4-го измерения, тем слабее будет потоки негативной энергии, а позитивные потоки будут увеличиваться. Поэтому как бы подпитка негативных сил извне, она и так будет ослабевать.
Поэтому у них, хотя бы в этом смысле, у них нет шансов. Ну, те, кто управляют, те, кто стоят, так сказать, во главе этих негативных сил, они, конечно, об этом знают. Просто на низших уровнях еще не знают, поэтому они там еще как-то вот сопротивляются. Ну, то есть их сопротивление сводится к тому, чтобы продлить свое существование, такое безбедное, которое они все время имели. Я недаром привел вот пример 42 президентов, соотнося их с королевскими семьями, потому что до этого всю историю мы смотрим, все время королевские семьи властвовали на земле, и жили они неплохо, да? И, как правило, вот эти все королевские семьи, они как раз-таки вот представляли темные силы, жили они хорошо, и власть держали очень крепко в своих руках. И поэтому они никого не подпускали к ней. То есть не было никакой демократии. И говоря о современной ситуации, о том, что вот американские президенты, где на словах Америка все время говорит о том, что мы самая демократическая страна, а на деле оказывается, что в принципе это идет продолжение феодального и средневековья вообще. То есть все передается по королевским, опять-таки. Только завуалировано под демократию, а в принципе ничего не изменилось. До прихода Обамы. Обама первый президент, который не является королевских кровей. И это тоже знак, что вот заканчивается их правление. Практически все выпускники Гарварда. А чтобы Да. там нужны большие деньги. Вот так. И откуда у них эти деньги и так далее, да? А деньги накоплены веками. Потому что эти семьи, они с веками накапливали все богатства в своих руках. Все богатство между ними поделено. Вот, поэтому у них, естественно, есть деньги на все и так далее. Но все это постепенно заканчивается, их управление, и все идет так, как запланировано там, в космическом пространстве. И я как-то в одной из бесед говорил о том, что единый космический закон исполняется неукоснительно. То есть человечество не в состоянии противостоять, никто не в состоянии противостоять законам, единому закону космическому. Вот. А единый космический закон предполагает вот именно движение в сторону позитивного, и это неумолимо. И сейчас просто вот поэтому мы живем в интересное время, потому что все это происходит на наших глазах, и, в общем-то, достаточно быстро происходит. Хотя нам кажется, что это медленно, но в принципе, если посмотреть 10 лет назад, это небольшой срок, жизнь совершенно по-другому выглядела. 5 лет назад уже большие изменения были. И сейчас, если мы сравниваем, то произошли большие изменения. Поэтому вот можно говорить, что вот прямо на наших глазах происходят огромные изменения. И одну еще очень важную вещь в этой речи сказал Путин. И тоже она показывает, что он все понимает. Он обращается на этом форуме, там очень много иностранцев, со многих стран там приехало, и вот он к ним обращается и говорит: вы знаете, перед нами стоит огромная задача построения нового мира. Такое он впервые сказал. Я тоже об этом говорил, что чем больше будут ослабевать негативные силы, чем больше будет позитивного, мир будет перестраиваться, потому что
когда позитивно и окончательно будут главенствовать, то невозможно оставлять существование всего человечества так, как оно было. То есть автоматически будет меняться, потому что есть много недовольства, и будут придуманы новые правила, новые какие-то новое устройство мира на более справедливых началах и взаимоуважении. Вот и Путин, обращаясь к этому сообществу со многих стран, вот впервые такую фразу сказал: дорогие друзья, нам предстоит в ближайшем будущем построить новый мир. Это говорит о чем? О том, что это время не за горами. Поэтому я желаю всем добра, веры, не терять, несмотря на то, что по-прежнему еще будут происходить какие-то негативные вещи. Вот сейчас, вчера в Израиле там начали бомбить и так далее. Поэтому, да, будут происходить еще какие-то вещи, но все равно неумолимо весь вектор движения будет идти в позитивную сторону. Вот, так что мы своими мыслями можем только помогать и ускорить этот процесс. А если мы понимаем, что этот процесс происходит, то своими действиями или недействиями тоже способствуем, чтобы поскорее наступил более справедливый мир. Вот и все. Спасибо. Очень интересно было. Спасибо вам, Айсулу. Мне тоже с вами всегда интересно беседовать. Я желаю вам всего хорошего, всего наилучшего. И всем, кто нас слушает, тоже всего наилучшего. Не теряйте веры, все будет хорошо. До свидания. Всего хорошего.